системе символьных мистерий в начале представления дается некий образ, объясняющий главную идею всего действия. В нашем случае спектакль начинается с образа почтового дилижанса, запряженного пятеркой белых лошадей. Почта – это сообщение, связь. Соответственно, белые лошади – это 5 потоков Вселенной, выходящие из бездны и приводящие в целостное состояние. Об этом мы в предыдущий раз говорили. Соответственно, весь спектакль представляет собой сообщение, глобальный месседж о начале становления проекта Антихриста. Становление царства второго зверя, выходящего из бездны, произойдет после разрушения существующего масонского мироустройства, после судного дня и прочих великих событий эсхатологического периода. То есть, по сути, в далеком как бы будущем. Хотя данное слово «далекий» здесь неуместно, потому что после преполовения Вселенной время станет духовным. Однако, с точки зрения линейного времени, сейчас мир находится на исходе царства первого зверя, выходящего из моря. А новый мировой порядок – это была как бы глобальная репетиция. Это только полуцарство Антихриста. Целиком свой проект масоны планируют реализовать после преполовения судного дня и прочих событий. То есть, когда мир перейдет в состояние седьмого дня. Однако подготовительные работы уже начались. И именно об этом через готарское шоу масоны объявляют на весь мир. Реализация проектов как мессианского царства, так и царства Антихриста происходит весь эсхатологический период. Однако начало закладывается в начале шестого дня. Поэтому перед нами проносится почтовый дилижанс. Извозчик трубит в рожок и как бы объявляет на весь свет, что седьмой день наступил. Жители планеты, добро пожаловать в апокалипсис. Сцена номер 2. Здесь нам показана колонна шестого дня. Это вторая сцена, и она являет нам образ начала шестого дня, начала эсхатологического периода. Здесь показано истинное состояние человечества. Наши современные дни. Мир еще находится в состоянии анабиоза пятого дня. Матрица нового мирового порядка еще работает на всю полную мощность. И разум человечества еще спит мертвецким сном. Однако мы видим, что из общей массы выделяется высокий человек в белой каске. Это образ энергетики всадника на коне белом. Это избранный, через которого возродится православие и Святая Русь соберется в мессианское царство. Поэтому данный персонаж идет в крайне правой шеренге и в пятом ряду. Именно здесь находится как бы царское место. Здесь 5 энергий бытия собираются в целое. Ум избранного созрел до целостного состояния 8-го дня. Поэтому на голове каска белого цвета. Избранный это не только, вернее, не столько личность, сколько соборный процесс. Это образ пробуждения Святой Руси. Образ первых настоящих христиан 21 века. Христиан-исповедников. Тех, кто начал выходить из-под чудовищного морока масонской матрицы. Данный персонаж символизирует в том числе и наш проект. И усилий всех, кто не лег под официальную систему, кто смог вырваться из цепких пут как потребительского благополучия, так и синодального обрядославия, синодального обрядославного Болотова.
затягивающую и убивающую на корню всю живую веру. Поэтому данные пионеры Святой Руси смогли первыми выбраться из кроличьей норы. Они поднялись выше всех и начали видеть ситуацию в истинном свете. Однако они еще не совсем освободились и продолжают синхронно выполнять действия толпы. Полное освобождение наступит позже, и мы увидим, как высокий человек в белой каске станет организатором движухи шестого дня. На обложке нашего любимого журнала «The Economist» энергетика избранного показана несколько иначе. Мы об этом уже говорили. Здесь показаны разные ракурсы избранного. Он и отрок-тинейджер с белой единорожкой на голове. Это символ энергетики всадника на коне белом. Он также и велосипедист, образ человека, создающего движуху шестого дня. У темных сил руки связаны, они не могут реализовать свои проекты, потому что энергетика шестого дня изливается сначала в церковь, а уже потом запускаются разные исторические процессы, и темные получают возможность дербанить этот мир. Поэтому через свою обложку нетерпеливые Ротшильды жалуются, что мы плохо работаем, слишком медленно крутим педали. И у них из-за этого все проекты пришли в состояние стагнации. Джентльмен с папкой – это тоже еще один ракурс избранного. Это человек с проектом Бога о созидании мессианского Вселенского Царства. Таким образом, на обложке журнала The Economist, так же, как и в спектакле «Священный Готард», рассказывается одна и та же история, построенная на библейских пророчествах об эсхатологическом периоде. Колонна рабочих в оранжевых комбинезонах, идущая неровными шеренгами по 5 человек. Это энергия бытия, 5 ее основных потоков, как 5 пальцев. Материальный, ментальный, духовный, изначальный и большой палец, обозначающий целостное состояние мира. В состоянии шестого оранжевого дня потоки уже собрались вместе, но еще не объединились в целое. Для этого необходим человек, через которого земля и небо свяжутся в целое. На стороне православной церкви это богочеловек Иисус Христос, через которого все 5 потоков естественных энергий соберутся в целостное мессианское царство. На стороне масонов будет антипод, человек греха, через которого 5 искусственных и противоестественных энергий также будут собираться в целостное царство. У нас царство получится вечным и созиждется оно навсегда. У масонов дела будут идти из рук вон плохо. У них система будет постоянно сбоить и выходить из-под контроля до тех пор, пока они не разнесут в хлам всю Вселенную. После чего Господь все это безобразие остановит, и Антихрист будет ликвидирован уже навсегда. Правда, об этом печальном завершении масонского проекта в спектакле нет ни слова. О данном моменте масоны скромно умолчали. Во время прохождения колонны по пространству сцены мы видим, что на верхних боковых ярусах происходит движение в обратном направлении. Если посмотреть на ситуацию в целом, то получится как бы 2 круговращательных потока.
Именно таким образом авторы мистерии показывают процесс духовной реанимации церкви. Он начнется с восстановления круговращения энергии. Здесь схема движения потоков аналогична энергографии образа Вознесения, который мы недавно рассматривали. Верхний ярус – это небо, площадка сцены – это земля. И в последующих сценах данная идея получит дальнейшее развитие и более конкретную форму.